Приветствую всех на своем канале. Торт «Медовик» – один из самых известных домашних тортов. Его рецепты есть в каждой тетрадке для записи рецептов. Независимо от способа приготовления, в торте используется довольно-таки много меда. Его цвет, аромат и вкус существенно влияют на конечный результат. С толстым дном кастрюли растапливаю сахар, мед и сливочное масло. Довожу до кипения и полного растворения сахара. Затем соду разбавляю с небольшим количеством лимонки или лимонного сока. Кладу в сироп медовый. Затем сразу же выключаю огонь и остужаю немного. Сироп получился сразу после добавления соды красивого янтарного цвета. Остудила примерно до 40-50 градусов. И по одному ввожу яйца. Взбиваю венчиком и затем разбиваю остальные яйца, при этом перемешивая до однородной консистенции. После этого добавляю муку. Муку я всыпаю не все сразу, а понемногу. Перемешиваю сначала венчиком, а затем все перемешиваю силиконовой лопаточкой. Перекладывая тесто на посыпанный стол мукой. Буду делить тесто на 8 одинаковых кусков. У меня в итоге получилось из этой пропорции 8 коржей. Стараемся тесто слишком не забивать мукой, так как при остывании оно становится плотнее. По желанию можно сделать коржи чуть потолще, например, испечь вместо 8 коржей 6 коржей, тогда и крема уйдет соответственно поменьше. Раскатывать тесто буду прямо на кондитерской бумаге для выпечки. Буду раскатывать тесто в виде квадрата. Сначала руками распределяю тесто по центру и скалкой вытягиваю очень мягкое тесто. Получается очень тонкий корж. Вырезала картон размером 25 на 25 сантиметров. Прикладываю коржу и вырезаю ровно квадрат. Обрезки затем собираю и раскатываю следующий корж. Накалываю вилкой по всему коржу. Кладу на лист. И выпекала я ровно 5-7 минут до золотистого цвета. Пока выпекается один корж, раскатываю другой. И так я выпекла все 8 коржей. Убираю готовые коржи на поднос и даю им слегка остыть. В это время я заранее вытащила с холодильника сливочное масло и сметану. Они должны быть комнатной температуры. Если они будут разной температуры, то крем створожится и будет крупинками. Хотя и это можно исправить. Просто подогреть в водяной бане крем и взбить еще раз. Взбила сливочное масло и сахарную пудру до пышной массы. Затем добавила сметану и еще раз взбила миксером. Слишком долго взбивать не нужно сметану. Крем получился очень устойчивым и нежным. Собираю торт, как обычно. На корж кладу крем и распределяю ровно по коржу. Стараемся распределить крем ровно на все 8 коржей. С медовиком можно экспериментировать бесконечно, меняя его вкус с помощью крема. Надеюсь, что именно сметано-сливочный крем вам понравится. И главное, каким бы вкусным ни был крем, важно, чтобы основа медовые коржи были мягкими, с насыщенно медовым вкусом. На последний корж верхний кладу остатки крема. Разравниваем шпателем поверхность торта. Бока я не смазываю.
Кладу в холодильник на несколько часов для пропитки. Торт простоял в холодильнике у меня более 12 часов. Срезаю края медовика со всех сторон. Режу на порционные кусочки. Коржи отлично пропитались кремом. При разрезе не отслаиваются совсем. Классический медовик – проверенный рецепт, который гарантированно работает. Это самый настоящий, самый правильный медовик. Попробуйте и убедитесь сами. Медовик – это, прямо скажем, не торт, а идея торта. Поэтому и существует так много вариаций этого десерта. И уже давно не понять, какая вернее, традиционнее, аутентичнее. Ориентируюсь обычно на свой вкус или семейные рецепты. Этот рецепт медовика идеален для меня и моих близких, но не обязательно будет таким для вас, хотя кто знает. Делитесь своими идеями и рецептами, я буду благодарна за любой отклик по данному видео. С вами была Наталья. Пока-пока!